Наши отношения перестали развиваться. Это уже фраза такая, которая обычно говорят мужчины, которых завиноватили просто в конце этими стандартными фразами. Ты перестал развиваться, ты там не уделяешь внимания, пятое, десятое. В общем, все стандартное. И мужчина потом приходит и говорит: вот я не уделял внимания, или там я вовремя не сделал предложение, наши отношения перестали развиваться, но дело-то не в этом. Дело-то не в этом. И то, что ты планировал там сделать предложение, кольцо, пусть даже незаслуженно, но это ладно. Но у тебя были объективные на это причины, что ты откладывал это, да, там трудности на работе, там еще что-то, да неважно. Если на твой взгляд это сейчас не время, ты принял такое решение, но женщина должна отнестись к этому с уважением, а не то, что потом выясняется, что она, оказывается, ждала, да, а ты не сделал, и поэтому ты виноват. Так оно не работает. То есть это уже говорит о том, что женщине нужен повод. Наши отношения перестали развиваться, я ждала, а ты не сделал, да, и вот это вот все. Это лишь повод для того, чтобы не испытывать чувство вины в момент ухода и тебя завиноватить, чтобы ты, собственно, понимал, что это ты виноват, да, что, собственно, отношения развалились. Первый факт, да, который подорвал доверие ко мне, снова, да, вот это читается позиция человека, которого завиноватили. То есть не объективная позиция. Ты уже мыслишь так, что ты априори виноват. Какое доверие? То есть на чем оно базировалось? Если, вот как ты говоришь, там встретился со знакомой, просто там неформальное общение, и это послужило триггером, то есть обсудить вы даже не смогли, когда девушка узнала. Получается, она и не хотела обсуждать. То есть для нее важнее было, чтобы ты чувствовал себя виноватым, чтобы в отношениях было все плохо. Не наладить отношения, а наоборот внести некое напряжение. Давай рассмотрим эту ситуацию с нашей стороны. Почему вы не смогли обсудить? Почему она не хотела обсуждать? А потому что, скорее всего, я так подозреваю, что уже к этому моменту ты был в слабой позиции. То есть ты не пишешь здесь подробные детали, но это такой способ мужчины застолбить. То есть все, она моя, она уже все никуда не денется, она здесь рядышком, и все, и хорошо. Ну, и так же было. Поэтому здесь такой момент, который, опять же, влечет за собой дальнейшие проблемы. Да, когда значимость девушки уже на старте высокая, ты не можешь объективно оценивать ее и ее вложения. То есть были ли они равнозначные вот в нашу сторону? Ты представляешь, сколько ты ей дал, и очень быстро дал? А она? Ну да, она там вела быт, да, она вела хозяйство, пока еще под гормончиками там. Ну, надо понимать, что будет дальше. А дальше, как ты говоришь, наши отношения перестали развиваться. То есть ты планировал свадьбу, кольцо там, но подходящего момента не нашел, отложил. А она, оказывается, ждала там на отдыхе. То есть ты, вот начались такие, знаешь, вещи, на которые надо смотреть трезво и объективно и по ним оценивать именно. А не от того, что у вас там не было ссор и вы все обсуждали и было все прекрасно. Вначале всегда все прекрасно. Надо смотреть, что будет потом. Когда гормоны пойдут вниз. Когда ты дашь где-то слабину. И вот здесь вскроется ее характер.